Военная техника имеет свои корни в древности, когда человечество начало осмысленно использовать инструменты для защиты и нападения. Первые примитивные орудия, такие как копья и дубины, использовались еще до появления цивилизации. Однако с течением времени, с развитием технологий и потребностей общества появились более сложные и эффективные механизмы. Сначала военные действия были ограничены ручным оружием, но уже к третьему тысячелетию до нашей эры появились первые осадные орудия. Древние цивилизации, такие как шумеры и египтяне, начали использовать простые конструкции, позволяющие разрушать крепостные стены. Например, шумеры использовали деревянные тараны, которые позволяли сбивать ворота и стены врага. Эти простые механизмы стали основой для более сложных осадных машин, которые мы увидим позже. С приходом античности военная техника продолжала эволюционировать. Греки и римляне разработали различные осадные машины, такие как катапульты и баллисты. Эти механизмы позволяли метать тяжелые камни и снаряды на большое расстояние. Катапульты использовались для разрушения стен и подавления врагов, находящихся на расстоянии. Их конструкция основывалась на принципе рычага, что позволяло достичь впечатляющей силы при лансамента. Баллисты, в свою очередь, работали по принципу стрелкового оружия, запускающего длинные стрелы с огромной мощью. Влияние этих технологий на ход сражений было колоссальным. С их помощью армии могли наносить удары на расстоянии, что изменяло саму тактику ведения войны. Если раньше бойцы шли в атаку лицом к лицу, то теперь они могли оставаться на безопасном расстоянии, нанося урон противнику. Это приводило к изменению стратегии и тактики на поле боя, где скорость и дальность стали ключевыми факторами в победе. С течением времени и особенно в средние века появились еще более сложные осадные машины. Требушеты, которые использовались для разрушения крепостей, могли метать камни весом до 600 фунтов на расстояние более 125 ярдов. Эта машина работала по принципу противовеса, что позволяло добиться невероятной силы удара. В то же время развитие пороха в начале XIV века привело к появлению первых пушек. Это событие стало истинной революцией в военной технике, так как огнестрельное оружие заменило многие традиционные осадные машины. Эти изменения в военной технике не только повлияли на исход сражений, но и на саму структуру обществ. С появлением более мощных орудий крепости стали строиться по новым принципам, что изменяло архитектуру и городскую планировку. Военная техника шла в ногу с развитием цивилизации, подстраиваясь под новые вызовы и требования времени. Следующим шагом в эволюции военной техники стали пушечные системы и ружья, которые в корне изменили принципы ведения войны. С введением огнестрельного оружия началась новая эра, где точность и скорость стрельбы стали решающими факторами на поле боя. И это всего лишь начало пути, который приведет к настоящей революции в военной стратегии и технологии. Катапультам это не просто орудие, а целая эпоха в военной технике, которая изменила тактику ведения войн. Изобретенная в Древней Греции, катапульта стала символом мощи и инженерной мысли своего времени. Эта удивительная машина использовала механизм рычага, что позволяло с максимальной эффективностью метать тяжелые снаряды на значительные расстояния. Первая катапульта могла метать камни весом до 100 фунтов, нанося разрушительный урон крепостным стенам и войскам противника. Успехи ее применения быстро привлекли внимание не только греков, но и римлян, которые начали усовершенствовать конструкцию. Среди значительных сражений, где катапульты сыграли решающую роль, можно выделить осаду Карфагена в 1820 году до нашей эры. Римские легионы использовали катапульты для разрушения укреплений противника, что позволило им одержать победу и установить контроль над Северной Африкой. С каждым новым сражением катапульта демонстрировала свою эффективность, изменяя представление о том, как вести осады. Используя эту технику, военачальники могли атаковать врага, не подвергая собственные войска опасности, оставаясь на безопасном расстоянии. С развитием времени и появлением новых моделей, таких как баллисты, катапульта продолжала оставаться важным элементом военной тактики. Баллисты, работающие по принципу стрельбы, обладали большей точностью и могли метать стрелы с огромной мощью. Эти машины использовались не только для атаки, но и для защиты. Во время осад крепостей за счет использования катапульт и баллист защитники могли наносить удары по осаждающим, что создавало серьезные проблемы для атакующих. Не стоит забывать и о том, что катапульта стала основой для других осадных машин. К примеру, требушеты, которые появились в средние века, использовали аналогичные принципы, но имели еще большую мощность. Эти машины были способны метать камни весом до 600 фунтов на расстояние более 125 ярдов, что делало их крайне опасными для осаждающих крепостей. Использование катапульт также изменило архитектуру крепостей. С появлением мощных осадных машин строение стен стало более сложным и многослойным. Армии начали разрабатывать новые тактики, основанные на возможностях этих машин. Теперь стратегии сражений сосредотачивались не только на численности войск, но и на применении технологий. С началом эпохи пороха в XIV веке катапульта начала терять свое значение.
Появление пушек и другого огнестрельного оружия означало конец эпохи осадных машин, которые когда-то были основой военной техники. Однако катапульта оставила глубокий след в истории, изменив направление развития военных технологий. Мысли о проектировании и конструкции, которые родились в древности, продолжают вдохновлять современных инженеров и военных стратегов. Переходя к следующим страницам истории, стоит отметить, что последующие изобретения, такие как пушки и ружья, начали формировать новую эру в ведении войны. Эта новая веха была полна неожиданных открытий и изменений, которые кардинально повлияли на поле боя. С переходом к более сложным и мощным осадным машинам, рыцарские осадные машины, такие как требушеты и баллисты, стали ключевыми элементами в арсенале средневековых армий. Требушеты, по своей сути, были усовершенствованной версией катапульт, использующей противовес для метания тяжелых снарядов. Эти машины могли метать камни весом до 600 фунтов на расстояние свыше 125 ярдов. Их работа основывалась на принципе рычага и гравитации, что позволяло достигать впечатляющей силы удара, разрушая крепостные стены и вызывая панику среди защитников. Одним из самых известных случаев использования требушетов стало осаждение замка Тинмут в 1309 году, где их мощность позволила осаждающим преодолеть защитные укрепления врага. В ходе этой осады требушеты стали настоящими звездами, обеспечивая поддержку наземным войскам, которые атаковали вражеские позиции. Их эффективное применение изменило тактику осадных операций, заставляя врага тратить ресурсы на усиление обороны и изменение архитектуры стен. Баллисты, с другой стороны, представляли собой более старое, но усовершенствованное орудие, которое стреляло длинными стрелами или болтс с высокой точностью и мощью. Эти машины использовались как для атаки, так и для защиты. Во время осад защитники укреплений могли использовать баллист, чтобы наносить удары по врагу, находясь на расстоянии, и тем самым значительно снижать риск для своих войск. В битве при Крессе в 1330 году баллисты использовались для подавления атакующей кавалерии, что привело к значительному успеху английских войск. С течением времени, благодаря средневековой инженерии и инновациям, осадные машины продолжали развиваться. Появление новых конструкций, таких как курсиферы и бомбардиры, расширяло возможности армии. Курсиферы, например, были способны метать тяжелые камни, а также специальные снаряды, содержащие огонь, что увеличивало разрушительный эффект. Эти новые технологии позволяли войскам осаждать крепости более эффективно и с меньшими потерями. С развитием пороха в начале XIV века начался переход к более современным формам военной техники. Пушки и огнестрельное оружие начали заменять традиционные осадные машины, но влияние требушетов и баллист было уже незаменимым. Появление огнестрельного оружия не отменило значимость осадных машин, но изменило их роль на поле боя. Сложные стратегии, которые выработались за столетия применения осадных машин, продолжали использоваться, адаптируясь к новым технологиям. Таким образом, рыцарские осадные машины не только изменили ход сражений, но и оказали влияние на архитектуру и конструкцию крепостей. Архитекторы начали проектировать крепости с учетом мощи новых осадных орудий, и это стало основой для развития военной архитектуры на века вперед. Следующим важным шагом в эволюции военной техники стали пушечные системы и ружья, которые кардинально изменили подход к ведению войны. Эти изменения привели к новой эре, в которой точность и скорость стали решающими факторами, формируя будущее военной стратегии. С приходом эпохи пороха в начале XIV века на поле боя произошла настоящая революция. Пушки и ружья, ставшие символами нового времени, изменили облик военной техники и методы ведения войн. Эти огнестрельные орудия начали вытеснять традиционные осадные машины, такие как катапульты и требушеты, предоставляя армии ранее недостижимые преимущества. Первая пушка, произведенная в Европе, появилась примерно в 1305 году. Она использовала порох, который был известен в Китае еще с IX века, но лишь теперь стал доступным для массового использования. С каждой новой моделью орудий увеличивалась мощность и точность стрельбы. Пушки могли метать снаряды на расстояние, превышающее 300 ярдов, что позволяло наносить значительный урон укреплениям врага. С момента появления первых пушек осады стали более эффективными. Во время осады Орлеана в 1436 году французские войска использовали пушки для разрушения стен крепости, что стало решающим фактором в успешной атаке. Пушки позволяли атакующим избежать близкого боя и достигать значительных результатов, просто оставаясь на безопасном расстоянии. Не осталась в стороне и пехота. Появление ружей стало важным этапом в развитии армии. Первые ружья, которые использовались, были громоздкими и требовали значительного времени на перезарядку, однако их точность и дальность стрельбы постепенно меняли тактику сражений. С появлением ружей у пехотинцев появилась возможность наносить прицельные удары на больших расстояниях. В битве при Азинкуре в 1446 году английские лучники, используя новые ружья, смогли одержать победу над французским рыцарством, что стало важным моментом в истории военных действий.
Важным аспектом развития артиллерии стали тактические изменения, которые произошли на поле боя. Армии начали использовать пушечные системы не только для осад, но и для поддержки пехоты. Пушки устанавливали на флангах, обеспечивая защиту и прикрытие атакующих войск. Это создало новые условия для ведения сражений, где каждая армия стремилась интегрировать огнестрельное оружие в свои стратегии. Одним из значимых открытий стало использование пороха в комбинированных вооружениях. Это позволило создать более мощные и эффективные системы, такие как бомбарды и мортиры, которые использовались как для атаки, так и для защиты. Например, в битве при Нарва в 1620 году шведские войска использовали тяжелые пушки, чтобы пробить линии противника, что обеспечило им значительное преимущество. Однако не только артиллерия развивалась. Ружья, которые становились все более распространенными, также претерпели изменения. С появлением мушкетов в XVI веке армиям удалось создать эффективные стрелковые подразделения, которые могли действовать в связке с артиллерией. Мушкеты обеспечивали возможность стрельбы на дальние дистанции, что позволяло сдерживать атаки противника и наносить урон до начала ближнего боя. С течением времени огнестрельное оружие становилось все более усовершенствованным. Разработка капсюльных механизмов в начале XIX века привела к значительному улучшению надежности и скорости стрельбы ружей. Теперь солдаты могли перезаряжать свои орудия быстрее, что оказывало влияние на ход сражений. Таким образом, пушечные системы и ружья стали ключевыми игроками на поле боя, кардинально изменив не только стратегии ведения войн, но и саму структуру военных сил. В следующей главе мы увидим, как еще одна революция, связанная с развитием технологий, изменила характер боевых действий, и как авиация начала играть решающую роль в конфликтах. С появлением танков на поле боя началась настоящая революция в военной технике, которая изменила ход сражений на протяжении Первой мировой войны. Эти стальные монстры, впервые появившиеся в 1916 году, стали ответом на новые вызовы, с которыми столкнулись армии, застрявшие в окопной войне. В противовес сотням солдат, которые гибли в результате атаки против хорошо укрепленных позиций, танки обеспечили возможность прорыва фронта с минимальными потерями. Первая массовая танковая атака произошла в битве при Сомме в 1916 году. Британские войска, используя новые машины, смогли преодолеть проволочные заграждения и врагов, бившихся в окопах. Эти танки, известные как марки, были оснащены пушками и пулеметами, что позволяло им вести огонь, не подвергаясь огневому воздействию противника. С каждой новой атакой танки становились все более эффективными, демонстрируя свою мощь и разрушительную силу на поле боя. Несмотря на свои недостатки, такие как медленная скорость и уязвимость к артиллерии, танки продолжали совершенствоваться. Вскоре появились улучшенные модели, которые обладали большей мобильностью и огневой мощью. Например, танки Марк V были более надежными и быстрее своих предшественников, что позволяло им более эффективно выполнять боевые задачи. Эти машины сыграли важную роль в таких сражениях, как битва при Камбре в 1917 году, где они стали основным орудием прорыва. Одним из самых значительных моментов в истории танков стало использование их в битве при Аррасе в 1917 году. Здесь британские войска применили танки для атаки на немецкие позиции, что привело к значительному успеху на фронте. Танки не только разрушили укрепления, но и позволили пехоте продвигаться вперед, защищая ее от огня противника. Это стало началом новой стратегии, которая включала интеграцию танков в общую тактику ведения боя. С каждым новым сражением танки становились все более разнообразными. Страны, участвующие в конфликте, начали разрабатывать свои собственные модели, что привело к созданию уникальных конструкций. Французские танки Renault FT, например, стали знаменитыми благодаря своей маневренности и возможностям, что позволило им обойти многие ограничения тяжелых танков. Эти машины были первым примером танка с вращающейся башней, что дало возможность вести огонь в разных направлениях без изменения положения всего орудия. Однако с развитием танков также возникли новые тактики и технологии, направленные на их уничтожение. Противотанковые орудия и более мощные артиллерийские системы начали появляться на фронте, что создавало серьезные угрозы для танков. Например, немецкая армия разработала специальные противотанковые снаряды, которые могли пробивать броню танков, что усложняло их использование. Тем не менее, танки продолжали адаптироваться к новым условиям, и их роль на поле боя становилась все более значимой. С окончанием Первой мировой войны танки стали неотъемлемой частью военной стратегии. Они изменили представление о ведении войны, заложив основы для будущих конфликтов. С появлением новых технологий и конструкций, таких как средние и тяжелые танки в межвоенный период, военнослужащие начали осознавать весь потенциал этих боевых машин. В следующей главе мы увидим, как авиация, возникшая вскоре после танков, также оказала значительное влияние на ход боевых действий, меняя саму концепцию войны. С появлением авиации на поле боя началась новая эра в ведении войны, которая кардинально изменила подход к военным стратегиям и тактикам.
Первые боевые самолеты появились во время Первой мировой войны, и с тех пор они стали неотъемлемой частью военных конфликтов. В 1915 году, когда авиация только начинала развиваться, южноафриканский самолет Vickers FB-5 впервые использовался для рекогносцировки и сброса бомб на вражеские позиции. Этот опыт стал основой для дальнейшего применения воздушной силы. С каждой новой моделью авиации ее роль на поле боя становилась все более значимой. В 1916 году британские самолеты Sopwith Camel и Bristol F-2 Fighter стали образцом для подражания. Они не только использовались для воздушных боев, но и для поддержки наземных войск, что значительно увеличивало эффективность атак. Так, в битве при Сомме в 1916 году самолет Royal Aircraft Factory BE-2 выполнял задачи по наблюдению и корректировке артиллерийского огня, что позволяло добиться большего успеха в атаке на немецкие позиции. С приходом Второй мировой войны авиация достигла невиданных высот. Самолеты стали быстрее, маневреннее и более смертоносными. В этот период появились такие легендарные модели, как Supermarine Spitfire и Messerschmitt Bf-109, которые стали символами воздушной борьбы. Успешные действия истребителей, таких как Spitfire, во время битвы за Британию в 1940 году стали решающим фактором, который помог защитить Великобританию от немецких атак. Воздушные бои на высоте, маневры и тактики, использованные пилотами, изменили представление о воздушной войне. Однако авиация не ограничивалась только истребителями. Бомбардировщики, такие как Boeing B-79 Flying Fortress и Lancaster, стали основными средствами для стратегических ударов по вражеским городам и промышленным объектам. В 1942 году, во время операции «Чемпион», американские ВВС провели массовую бомбардировку Токио, что стало ярким примером того, как авиация изменила тактику войны. Бомбардировки не только снижали мораль противника, но и разрушали важные инфраструктуры, что существенно влияло на ход конфликта. С развитием технологий в послевоенный период авиация продолжала эволюционировать. В начале Холодной войны на вооружение поступили реактивные истребители, такие как МиГ-15 и F-86 Sabre, которые уже не только вели бои в небе, но и стали частью комплексной стратегии. В Корейской войне между 1951 и 1953 годами эти самолеты участвовали в нескольких воздушных битвах, заметно изменяя ход конфликта. Их скорость и маневренность позволили проводить более эффективные воздушные операции, что в свою очередь отразилось на наземных сражениях. С течением времени авиация стала использоваться не только для поддержки сухопутных войск, но и для проведения операций по десантированию, что открывало новые горизонты в военной стратегии. Применение транспортных самолетов, таких как Си-130 Hercules, позволило осуществлять переброску войск и грузов в условиях малой доступности. В конце концов, авиация привела к созданию нового типа войны, где воздушное превосходство стало решающим фактором. Это изменение стало основой для дальнейших разработок и усовершенствований, которые привели к появлению современных концепций войны, таких как использование дронов и беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, роль авиации на поле боя изменила формат и методы ведения войны, создавая новые стратегии и подходы, которые остаются актуальными и по сей день. В следующей главе мы поговорим о том, как ракеты стали основным инструментом в современных военных конфликтах, меняя саму природу боевых действий. Ракеты стали настоящим символом прогресса в военной технике, меняя облик боевых действий с момента своего появления. Первые примитивные модели появились еще в Древнем Китае, где использовались в качестве огнестрельного оружия. Однако настоящая эволюция началась с изобретением реактивного двигателя в начале 20 века. В 1930-х годах немецкий инженер Вернер фон Браун начал разрабатывать систему, которая впоследствии стала основой для создания баллистических ракет. Первым серьезным шагом в развитии ракетного оружия стал запуск ракеты В-2 в 1942 году. Эта ракета, разработанная в рамках нацистской программы, стала первой в мире, способной преодолеть границы атмосферы. Она могла достигать высоты в более чем 100 миль и была способна нести боеголовку весом до 2000 фунтов. Запуск ракет В-2 был использован для атак на Лондон, и хотя их эффект был ограниченным, они продемонстрировали огромный потенциал ракетной технологии. Эти события открыли новую эру в ведении войны. После Второй мировой войны мир стал свидетелем гонки вооружений, в которой ракетные технологии играли ключевую роль. Соединенные Штаты и Советский Союз начали активно разрабатывать свои баллистические ракеты, что привело к созданию таких систем, как «Атлас» и Р-7. Эти ракеты могли доставлять ядерные боеприпасы на расстояние в 1000 миль, изменяя баланс сил в мире. В период Холодной войны ракетные системы стали основными средствами сдерживания, так как каждая из сторон стремилась обеспечить свой арсенал. К концу 20 века ракетные технологии сделали еще один шаг вперед. В 1976 году состоялся запуск ракеты Trident, которая стала основой для подводных межконтинентальных баллистических ракет.
Эти ракеты позволили странам проводить скрытые атаки, оставаясь вне досягаемости противника, что значительно повысило их стратегические возможности. Использование подводных лодок для запуска ракет стало революционным этапом в военной стратегии. С распадом Советского Союза в 90-х годах ракетные технологии начали распространяться по всему миру. Новые страны, такие как Иран и Северная Корея, начали разрабатывать свои собственные ракетные системы. Это вызвало международные опасения, так как возможность распространения ядерного оружия стала реальностью. Разработка ракет «Шахаб» в Иране и «Тайподонг» в Северной Корее продемонстрировала, как быстро могут развиваться новые технологии. Современные ракетные системы, такие как «Томахаук», стали неотъемлемой частью военной стратегии. Эти крылатые ракеты могут быть запущены с кораблей и подводных лодок, достигая целей на расстоянии более 1000 миль. Они использовались в различных конфликтах, включая операции в Ираке и Ливии, демонстрируя свою точность и эффективность. Ракеты «Томахоук» стали символом высокотехнологичной войны, позволяя проводить точечные удары с минимальными потерями среди гражданского населения. На сегодняшний день ракетные технологии продолжают развиваться. Появление гиперзвуковых ракет, таких как российская «Авангард», представляет собой следующий шаг в эволюции ракетного вооружения. Эти ракеты способны развивать скорость более 5000 миль в час и могут маневрировать в атмосфере, что делает их практически недосягаемыми для существующих систем ПВО. Таким образом, ракетные технологии прокладывают путь к будущему войны, меняя саму природу боевых действий. Каждое новое поколение ракет предлагает армии новые возможности, меняя представление о ведении войны. В следующей главе мы увидим, как беспилотные летательные аппараты стали важной частью современных конфликтов, открывая новые горизонты в военной стратегии. В последние десятилетия беспилотные летательные аппараты или дроны стали настоящим прорывом в военной стратегии, изменяя существующие методы ведения войн. Первые попытки создания беспилотников относятся к началу 20 века, когда в 1918 году была разработана Kettering Bug, первая в мире беспилотная летательная машина, предназначенная для сброса бомб. Однако настоящая эволюция началась уже в 21 веке, когда дроны стали неотъемлемой частью военных операций. В начале 2000-х годов США начали активно использовать беспилотники в конфликтах в Афганистане и Ираке. Модель MQ-1 Predator, впервые введенная в эксплуатацию в 1994 году, стала символом новой эры в военной авиации. Эти дроны обладали возможностью проводить разведку и выполнять точечные удары по целям, оставаясь при этом вне досягаемости противника. В 1998 году Predator впервые использовался в боевых условиях, и его успех продемонстрировал мощь беспилотных технологий. Одним из самых известных случаев применения дронов стало уничтожение террориста Абу Лейса Аль-Либи в 2012 году в Ливии. Эта операция продемонстрировала, как беспилотники могут эффективно выполнять задачи по ликвидации высокопрофильных целей, минимизируя при этом риски для пилотов. Такие операции стали привычной частью современного военного конфликта, где точность и возможность ведения боевых действий без непосредственного участия человека сыграли решающую роль. С каждым годом возможности беспилотников расширялись. Модель MQ-9 Reaper, представленная в 2001 году, смогла не только вести разведку, но и проводить атаки с использованием высокоточных ракет. Эта машина обладала значительно большим радиусом действия и возможностью нести большее количество боеприпасов, что сделало ее одним из основных инструментов американских вооруженных сил в глобальной борьбе с терроризмом. Однако не только США стали использовать дроны. Другие страны, такие как Израиль, Россия и Китай, также начали разрабатывать собственные беспилотные системы. Например, израильские дроны Hermes и Heron стали известны благодаря своей эффективности в разведывательных и боевых операциях. Эти дроны использовались не только для наблюдения, но и для поддержки наземных войск, что обеспечивало значительное преимущество в сражениях. Применение беспилотных летательных аппаратов не ограничивается только атакующими операциями. Они также активно участвуют в разведке и сборе информации. Дроны могут патрулировать большие территории, предоставляя данные в реальном времени о движении противника, что позволяет командованию принимать обоснованные решения. Для примера, в конфликте в Сирии дроны использовались обеими сторонами для мониторинга фронтовой линии и быстрого реагирования на изменения в ситуации. С увеличением использования беспилотников в военных конфликтах возникли и новые вызовы. Противник также начал разрабатывать технологии для противодействия дронам. Появление систем радиоэлектронной борьбы и защиты от воздушных атак стало необходимостью для обеспечения безопасности наземных войск. Это привело к эволюции тактик и технологий, направленных на то, чтобы противостоять угрозе беспилотников. В последние годы на горизонте военной технологии появились еще более современные модели дронов. Например, разработки, такие как X-47B и MQ-25 Stingray, обещают интеграцию беспилотников в военно-морские операции, расширяя границы их применения.
Эти дроны могут выполнять задачи не только в воздухе, но и на море, что открывает новые горизонты для стратегического планирования. Таким образом, беспилотные летательные аппараты стали важным элементом современных военных действий. Они изменили облик войны, предоставив армии новые возможности для выполнения разведывательных и боевых задач, снижая риски для живой силы. В следующей главе мы увидим, как кибернетическая война стала новым полем сражения в современном конфликте, меняя представление о безопасности и военной стратегии. Кибернетическая война представляет собой новый фронт современных конфликтов, где традиционные сражения в реальном мире уступают место битвам в цифровом пространстве. С момента появления первых компьютеров и сетевых технологий военные стратегии начали активно интегрировать кибернетические операции в свои планы. Первые примеры использования кибернетических методов можно проследить еще в 90-х годах, когда хакеры начали атаковать компьютерные системы правительств и организаций, выводя их из строя. Однако с тех пор технологии значительно эволюционировали, открыв новые горизонты для военных. Одним из знаковых событий в кибернетической войне стало использование кибератак против Эстонии в 2007 году. В ответ на демонстрацию против памятника советскому солдату эстонские сайты и государственные учреждения подверглись массированным DDoS-атакам, которые парализовали работу многих ключевых инфраструктур. Этот случай показал, как уязвимыми могут быть современные государства перед лицом киберугроз и как важно защищать критически важные информационные системы. На рубеже 21 века Соединенные Штаты начали активно разрабатывать свои кибернетические способности. В 2009 году была создана киберкоманда США, которая стала отвечать за защиту государственных сетей и ведение киберопераций. Во время конфликта в Ираке и Афганистане кибернетические атаки стали неотъемлемой частью военной стратегии. Используя специальные программы, американские войска смогли взломать системы противника, получая доступ к важной разведывательной информации и сорвав коммуникации террористических групп. В 2015 году кибернетическая война вышла на новый уровень, когда группа хакеров под названием Fancy Bear, связанная с российским правительством, провела атаку на серверы Демократической партии США. Эти действия привели к утечке множества документов и электронной переписки, что в свою очередь оказало влияние на выборы в Соединенных Штатах. Этот инцидент стал важным уроком для многих стран о том, как кибернетические атаки могут повлиять на политические процессы и национальную безопасность. С каждым годом киберугрозы становятся все более разнообразными и сложными. В 2017 году вирус WannaCry поразил тысячи компьютеров по всему миру, включая системы здравоохранения Великобритании. Этот случай продемонстрировал, как быстро киберугрозы могут распространиться и какие разрушительные последствия они могут иметь для общественной инфраструктуры. Кибернетическая война теперь включает не только атаки на правительственные и военные системы, но и на гражданские объекты, что создает новые вызовы для национальной безопасности. Другим значимым примером является операция Olympic Games, которая была совместной кибероперацией США и Израиля против ядерной программы Ирана. В 2011 году была выпущена вирусная программа Stuxnet, которая нацеливалась на центрифуги в ядерном объекте в Натансе. Этот вирус нарушил работу оборудования, замедлив развитие ядерной программы и продемонстрировав эффективность кибернетических атак как мощного инструмента войны. По мере развития технологий кибернетическая война продолжает эволюционировать. Современные вооруженные силы активно обучают специалистов по кибербезопасности и создают новые структуры для защиты от киберугроз. Разработка искусственного интеллекта и машинного обучения открывает новые возможности для анализа данных и обнаружения киберугроз, что делает кибернетическую войну еще более сложной и непредсказуемой. Важно отметить, что кибернетическая война не ограничивается только атакой и защитой. Это также включает в себя операции по сбору разведывательной информации, манипуляцию общественным мнением и воздействие на психологию противника. Таким образом, кибернетическая война стала новым полем боя, где успех зависит не только от технологий, но и от стратегического мышления. Каждое новое развитие в области кибернетических атак и технологий изменяет правила игры, заставляя государства адаптировать свои подходы к безопасности. Следующий шаг в эволюции военной техники станет обсуждением будущего, где новые технологии и концепции будут определять, как будут вести войны. Будущее военной техники обещает быть не только захватывающим, но и полным неожиданных изменений. С развитием технологий мы наблюдаем, как новые концепции, такие как искусственный интеллект, робототехника и кибернетические системы, начинают играть все более значимую роль в военных стратегиях. В ближайшие десятилетия мы можем ожидать, что боевые действия станут еще более высокотехнологичными и автоматизированными. Одной из наиболее интересных тенденций в области военной техники является использование искусственного интеллекта для анализа данных и принятия решений. Военные аналитики уже сегодня изучают, как ИИ может помочь в планировании операций и обработке разведывательной информации.
Например, в 21 веке Пентагон запустил проект Project Maven, направленный на использование ИИ для анализа видеозаписей с беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет значительно ускорить процесс выявления целей и оценки ситуации на поле боя. Робототехника также занимает важное место в будущем военной технике. Сегодня уже разрабатываются и тестируются боевые роботы, которые могут выполнять задачи, опасные для человека. Например, робот-солдат, созданный в рамках проекта Atlas от Boston Dynamics, способен преодолевать различные препятствия и выполнять операции в сложных условиях. Такие технологии могут значительно снизить потери среди живой силы, позволяя роботам выполнять наиболее опасные задания. С развитием беспилотных летательных аппаратов мы можем ожидать появления все более сложных и многофункциональных дронов. Например, уже сегодня разработки, такие как Skyborg от ВВС США, нацелены на создание дронов, которые могут действовать в команде с пилотируемыми самолетами, выполняя задачи поддержки и защиты. Это откроет новые горизонты для тактики ведения воздушных операций, где дроны будут действовать как вспомогательные единицы, обеспечивая безопасность и эффективность миссий. Кроме того, кибернетическая война продолжает оставаться актуальной темой будущего военной техники. С каждым новым развитием технологий киберугрозы становятся более сложными. Военные уже сейчас осознают, что защита информационных систем становится приоритетной задачей. Будущие конфликты могут развернуться не только на поле боя, но и в цифровом пространстве. Например, многие государства разрабатывают киберкоманды, специализированные на защите от кибератак и проведении контратак. Это позволит им защищать свои критически важные данные и инфраструктуру. В дополнение к этому, новые разработки в области космической технологии открывают возможности для создания космических вооружений. Страны, такие как Соединенные Штаты и Россия, уже инвестируют в проекты, связанные с космическими системами, которые могут использоваться для наблюдения и связи. Возможность размещения вооружений в околоземной орбите может изменить правила игры на международной арене и создать новые вызовы для старых концепций безопасности. В будущем мы также можем ожидать появления новых форм оружия, таких как лазеры и электромагнитные орудия. Эти технологии уже тестируются и могут обеспечить армии новые способы ведения борьбы. Лазерные системы, например, предлагают возможность уничтожать вражеские дроны и ракеты с высокой точностью и минимальными затратами. Эти технологии способны изменить поле боя и в значительной степени снизить риски для военных. Таким образом, будущее военной техники открывает множество возможностей и вызовов. Применение новых технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника и кибернетика, изменит облик войн и стратегии, используемые армиями по всему миру. Следует ожидать, что эти изменения будут происходить с удивительной скоростью, и армии будут вынуждены адаптироваться к новым условиям, чтобы оставаться конкурентоспособными.